Привет, друзья! С вами Анна Тюмерова, и вы смотрите новый мастер-класс. В этот раз я решила сделать для вас овощной букет с маслом оливковым. Вот такой вот букетик мы сегодня соберем своими руками. Мне кажется, такой букет актуален круглый год, и весной, и летом, и особенно летом, когда на своих грядках вырастают овощи, и хочется этими овощами порадовать своих родных и близких и преподнести эти овощи необычно. Вот такой вот салатный букет мы с вами сделаем сегодня своими руками. Если вам нравится эта идея, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь с этим видео со своими друзьями и давайте скорее начинать делать такой овощной букет. Для изготовления букета я беру шампура, также их называют палочки для шашлыка или барбекю. Мне нужен широкий скотч, ножницы, ножик, кусачки. Я беру зеленую тейп-ленту шириной 1 см, зажигалку и резиновые перчатки. Так как это продукты и букет мы делаем не для себя, то я предлагаю все-таки собирать их с перчатками. Если же вы против перчаток, пожалуйста, собирайте их голыми руками, как вам хочется. Плюс я беру веревочку и вот такую салатовую ленту шириной 5 см. А упаковывать букет я буду в прозрачную пленку и вот такую вот зеленую бумагу. Вот такой вот салатик в горшочке. Кроме этого я возьму еще желтые помидорки под цвет перца. Возьму огурцы и зелень, укроп и петрушку. Это тот набор, который можно найти каждый в своем магазине и купить эти овощи для салата. В первую очередь я беру бутылочку масла и шпажки. И начинаю крепить масло к шпажкам при помощи скотча. В разных местах вставляю шпажки и фиксирую при помощи скотча к бутылке. Скотчем спускаюсь немножко пониже, внизу они сужаются и будет удобно держать в самом букете. Теперь у нас бутылочка очень хорошо держится, и можно начать фиксировать овощи. Перец я буду крепить так, чтобы основание перца было видно. И для этого мне нужно сделать красивый срез. Аккуратненько срезаю ножку так, чтобы верхушка была красивая. И у второго перца делаю то же самое. Чтобы не было надломленной ножки, чтобы она была ровненькая, красивая. Теперь шпажкой я протыкаю эти перцы в разных местах. При этом я стараюсь сделать так, чтобы конец шпажки попал на эту зеленую штучку. За счет этого палочки будут держаться гораздо лучше. И второй перец я креплю точно так же. Далее креплю огурцы. Огурцы можно крепить на одну шпажку. Если огурцы не слишком большие, то одна шпажка вполне хорошо выдержит, и они не будут падать. Еще у меня есть такие желтые помидорки, их мне хочется проколоть вот таким образом. Я их буду крепить просто на шпажке. Прямо у основания, в том месте, где находится пимпочка для зелени, я туда втыкаю помидорку, и смотрите, она у меня совсем не течет. Вот таким образом я креплю желтые помидоры. Если вы хотите проколоть красные, их также втыкаем в серединку или с другой стороны, для того, чтобы зеленая веточка у нас виднелась. Можно крепить и таким образом, и другим, как вам хочется. Кроме овощей для букета я беру вот такой вот листовой салат прямо в горшочке. И для того, чтобы он был максимально свежий, я эту землю убирать не буду. Я буду крепить в букете прямо с этой землей. Для этого беру салат прямо в пакете и прямо к пакету начинаю крепить этот салат на шпажке. Креплю вокруг горшочка. Крепим очень аккуратненько, чтобы земля у нас сильно не рассыпалась, и в натяг. Теперь важный момент, чтобы горшочек не вылетел с пакета, я скотчем поднимаюсь выше и креплю горшочек к самому салату, натягивая здесь скотчем посильнее. Таким образом горшочек у нас фиксируется хорошо. Сверху я пакет сужаю. Добавляю еще немножко шпажек, если нужно, и спускаюсь на шпажке. И теперь зелень хорошо держится, она не выпадает, поэтому можно его дальше применять в букете. Для того, чтобы сверху зелень была красивая, я лишнюю пленку отрезаю.
Убираю лишнюю пленку, все торчащие листья я тоже убираю. И у нас получается вот такая веточка салата, которую мы будем применять в нашем букете. Главное, чтобы она сильно не мялась, поэтому с ней работаем очень бережно. Теперь мне нужно закрепить укроп и петрушку. Для этого я пучками беру петрушку, по несколько веточек, в зависимости от того, как вы хотите закрепить, и фиксирую этот пучок к одной или к двум шпажкам при помощи скотча. Не буду ничего придумывать, очень быстро, очень легко. И за счет того, что это пленочка, зелень будет дольше храниться. Точно так же можно зафиксировать и на тейп-ленту. Она тоже имеет такую пленочную структуру, не пропускает влагу, и какое-то время зелень будет храниться. Вот таким образом я фиксирую всю зелень. Беру следующий пучок. Где-то можно просто укроп и просто петрушка, а где-то можно и вперемешку взять и укроп, и петрушку вместе и зафиксировать их вместе. И вот так вот у нас получается укроп и петрушка, закрепленные на шпажке. В таком виде мы и будем добавлять их в букет. И после того, как я закрепила все овощи на шпажке, я начинаю собирать сам букет. Конечно же, в центре букета у меня будет масло, и очень важным моментом в этом букете является салат. Поэтому я уже к маслу сразу прикладываю салат. Бутылочка будет немножко повыше, чем салат. Часть листочков будет уходить назад. И вот таким образом я их вместе фиксирую при помощи скотча. С другой стороны наверху я прикладываю укроп или петрушку. Я взяла петрушку и немножко укропа. Так, чтобы сзади бутылочку закрыть, я добавлю туда еще зелень. И их тоже фиксирую скотчем. Далее начинаю собирать весь этот букетик из разных продуктов. Сверху прикладываю красный перец. С другой стороны у меня будет один огурчик и желтый перец. И так вот я собираю букетик, прикладываю в разных местах продукты. Беру помидорку и прикладываю эту помидорку вот так вот посередине. У нас получается вот такой букет. Теперь концы шпажек я отрезаю, делаю их одной длины и обматываю скотчем ножку до самого конца. И у нас уже получился вот такой букет. Теперь я беру прозрачную пленку. В пленку букет кладу немножко углом. Отрезаю пленку такой ширины, чтобы мне хватило обернуть букет. По краям я пленку загибаю во внутреннюю сторону. Лишнюю пленку убираю вовнутрь. Сначала уголочек, потом еще складываю и загибаю в сторону букета. Так, чтобы сверху у меня букет был абсолютно чистый, чтобы там не было пленки, а по краешку и снизу, чтобы пленка была. Оборачиваю ножку пленкой и фиксирую скотчем. И у нас получился сейчас вот такой букет. И этот букет можно уже упаковывать в любую упаковку, которая у вас есть. Это может быть фетр, это может быть гофрированная бумага или какая-то специальная упаковочная пленка. Теперь беру упаковочную бумагу, квадратик 50 на 50 сантиметров, складываю упаковку пополам, отрезаю второй отрезок, делаю его такой же длины, как и первый, и тоже складываю его пополам. Выравниваю края, если они неровные, чтобы они были все-таки ровные и красивые. Накладываю букет на эту упаковку таким образом, чтобы сверху он смотрел в разные стороны, а по бокам, чтобы упаковка не закрыла слишком сильно букет. Поэтому попробуйте и так, и сяк. Вы найдете такой момент, чтобы по краю он у вас не сильно закрывался. Заворачиваю с одной стороны вокруг букета и с другой стороны чуть-чуть его загибаю, чтобы край был более аккуратный, и заворачиваю в сторону букета. И перевязываю этот букет веревочкой очень-очень туго, чтобы он хорошо зафиксировался. Теперь беру еще один такой же квадратик и снизу оборачиваю этот букет так, чтобы у нас серединка букета, все шпажки посередке, все закрылось и не было видно некрасивых сторон. Просто присбариваю его вот таким образом. Пусть они у нас топорщатся в разные стороны, это добавит немножко объема, эффекта самому букету и будет тоже красиво. И снизу теперь снова перевязываю веревочкой. Лишнюю длину пленочки я отрезаю, чтобы он не мешался. Получается вот такой букет, осталось всего лишь перевязать лентой. Ленту я решила взять такого салатового цвета, под цвет нашего салата. И перевязываю букет лентой и делаю из него бантик. В
конце ленты прижигаю немножко зажигалкой, чтобы лента не распускалась. И все, наш букет готов. Вот такой красивый букет с оливковым маслом и овощами у нас с вами получается. Вот такой вот букетик мы с вами сделали своими руками. Очень надеюсь, что вам понравилась эта задумка, и вы обязательно воплотите ее в жизнь, и сможете сами сделать такой букет из овощей и порадовать кого-нибудь из ваших родных и близких. Ставьте палец вверх этому видео, пишите комментарии под этим видео. И если вдруг вам чем-то не понравился этот мастер-класс или чисто претензии ко мне, делайте то же самое. Ставьте палец вверх этому видео, пишите комментарии, пишите свои мнения. И обязательно после того, как вы подарите такой букет, я умоляю вас, пишите свои впечатления. Пишите мне те эмоции, которые вы получили от изготовления этого букета и от его дарения кому-нибудь. Это на самом деле столько эмоций, столько впечатлений. И я благодарна каждому, кто пишет мне свои отзывы. Мне так приятно читать, и я очень радуюсь за вас, что у вас все получается, и вы тоже радуетесь своими подарками своих родных и близких. На этом наш мастер-класс подходит к концу. Спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Встретимся в следующих мастер-классах. С вами была Анна Тюмерова. Пока-пока!